На данный момент наш нынешний прицел, вероятно, очень угловатый и квадратный. Но в этом видео я расскажу о том, как пригладить голову, чтобы получить нечто гораздо более естественное. Это небольшое упражнение прямо перед тем, как мы перейдем к стилизации головы для реалистичной головы. Здесь почти нет настоящих жестких краев, поэтому нам придется сгладить большинство из них, но сначала увеличим разрешение динамической топологии. В качестве альтернативы установите относительную детализацию, чтобы разрешение зависело от того, насколько далеко вы приближаете модель. Детальная настройка относительной детализации определяется пикселями. Вместо этого, чем ниже уровень детализации, тем меньше пикселей будет иметь размер любого нового треугольника. Мы будем использовать это более высокое разрешение, чтобы определить и добавить больше деталей к таким областям, как, например, рот. Ты можешь немного заострить внешние края губ и добавить больше объема остальным с помощью кистей для складок и накачки, а также сильно сгладить, потому что более высокое разрешение оставит много артефактов на поверхности. Последняя линия, как правило, более четкая по направлению к носу и исчезает по направлению к рту. Хотя щеки и скулы могут быть очень выраженными, они никогда не бывают такими резкими. Так будет и с ними. То же самое касается лба и подбородка. Я собираюсь ускорить некоторые части этого лица, чтобы не затягивать с этим слишком долго. Хорошо бы добавить немного больше объема шеи вокруг губ, чтобы они не были слишком плоскими. Проверь свои рекомендации по анатомии, как всегда, и фотографии из реальной жизни, особенно на этом лице. Помни, что скребковая щетка может быть более эффективным способом быстрого и эффективного сглаживания форм с последующим использованием гладкой щетки, чтобы получить истинно гладкие поверхности для головы. Очень важно, чтобы ты сохранял форму яйца, а задняя половина была в целом шире лба. Конечно, все, о чем я здесь говорю, может быть немного трудно запомнить наизусть, и именно поэтому ссылки так важны. По крайней мере, наличие самолета над головой и направляющих пропорций сбоку тебе очень поможет. В конце концов, придет время запугать остальные лицевые объекты, чтобы они тоже собрались вместе, чтобы правильно смешать и преобразовать их. Ты даже можешь использовать несколько модификаций издевательств одновременно, чтобы быстрее объединить все объекты вместе. Используй кнопку копирования, чтобы дублировать любой из модификаторов в стеке модификаторов. Когда ты закончишь, нажми Ctrl-A и используй Visual Geometry для создания сетки, чтобы применить их все сразу. Тогда удаляй остальные отдельные объекты, пока у тебя не останется только один.
Ты также можешь начать детализировать глаза, разделив сферу, замаскировав круг с помощью кисти для маски и вдавив его с помощью кисти для захвата. Разгладь его потом и вытяни, или нарисуй еще одно маленькое плато для зрачка в центре. Это даст тебе небольшое визуальное представление о том, как в конечном итоге могли бы выглядеть глаза. Добавь немного больше объема нижним векам, чтобы растушевать их дальше к щекам. Я не буду заходить слишком далеко в подробностях, поскольку это не совсем то, зачем ты сюда пришел. В любом случае, мы детализируем его настолько, чтобы все было примерно на месте, а затем продолжим и сравним его со стилизованной версией. Кроме того, нынешний глава, конечно, довольно жуткий без своих бровей и волос. Но мы дойдем до этого достаточно скоро.